Приветствую вас, подписчики и гости канала! Вы попали на третье видео по языку программирования Leo. В прошлом уроке мы разобрали, какие типы данных существуют в Leo. Сегодня же мы научимся производить какие-либо операции над ними. Ну и давайте не будем терять времени и приступим к делу. Насколько вы помните прошлый урок, там я не упомянул тип данных float. И не случайно, просто его в Leo нет, вот совсем. Так же, как и приведение типов. Что такое приведение типов? Это когда мы пытаемся сложить или произвести операцию над одним типом данных с другим, и он преобразуется в один из них. То есть, давайте покажу вам на примере. Давайте объявим какую-либо переменную и назовем ее, допустим, c. Объявим ее как тип данных u8. И давайте теперь в этой c мы попытаемся сложить нашу переменную a с b. Как видим, у нас выводится ошибка. Давайте запустим программу и посмотрим, что за ошибка произошла. Как видим, неопознанный тип данных. Ожидается, что будет u8, однако получается тип u32. И теперь посмотрим наверх и увидим, что a и b у нас объявлены как тип u32. А мы пытаемся их поместить в тип c, который у нас является 8-разрядным. Поэтому, если мы поменяем c на u32, то, как видим, все у нас происходит верно. То же самое произойдет, если, допустим, мы объявим, давайте новую переменную, назовем ее v, и также поместим в нее какое-нибудь значение и объявим ее как u8. И теперь попытаемся поместить в c сумму, допустим, a и v. Как видим, компилятор также ругается, потому что он ожидает, что у нас будет складываться u32 с u32, а получается складывается u32 с u8. Ну и следующая операция у нас это вычитание. Так же как складывать, соответственно, мы можем и вычитать наши переменные a и b. И давайте попробуем вывести наш результат в консоль, чтобы убедиться, что все у нас работает верно. А результат у нас получается, на первый взгляд, может показаться неправильным. Однако, если мы посмотрим на наши переменные a и b, они объявлены у нас как u32, то есть беззнаковый тип данных. Зайдем теперь в файл input и увидим, что a у нас это 1, b это 2. Вроде как при вычитании должно получиться -1, но так как тип беззнаковый, у нас происходит переполнение в обратную сторону. И мы получаем такой результат. То есть всего у нас в типе данных u32 может содержаться вот такое число +1. Поэтому давайте, чтобы мы увидели правильный результат, попробуем заменить наш тип данных на знаковый. Также не забываем изменить тип данных, который содержится здесь, и также у нас ругается на c. Посмотрим в консоль, и результат такой, который мы и могли ожидать. Ну и также, конечно, мы можем выполнять операции умножения и деления наших переменных. Попробуем, однако, разделить наши переменные, увидим, что у нас получился результат 0, то есть 1 разделить на 2, мы получаем не половину, как вроде как должно быть, а 0. Все потому что, конечно же, у нас целочисленный тип данных, и float, как я упоминал в начале видео, не поддерживается языком Leo. Ну и также мы можем возводить наши числа в какую-либо степень. Делается это с помощью 2 звездочек, и давайте для наглядности изменим a с единицы, допустим, на 3, и выведем это все в консоли. Получаем результат 9. Насколько мы помним, 3 возвести в степень 2 действительно будет 9. Ну и также все эти операции могут выполняться с присваиванием. Что я имею в виду? Допустим, мы захотим сократить написание нашего кода и не писать
c равно c плюс a, то есть прибавить к нашей переменной c значение переменной а записать это в краткой форме следующим образом. Результат получится абсолютно одинаковый. И то же самое с умножением, делением и вычитанием. Ну и на этом операция с обычными типами данных мы закончили. Давайте теперь перейдем к операциям над массивами. Операция над массивами, если можно ее назвать операцией, существует одна. Это склейка массивов. Давайте зададим два массива с абсолютно рандомными значениями типа U32. И второй массив, назовем его R2, и также поместим какие-либо значения сюда. И, допустим, мы захотим создать какой-то массив, назовем его сам, в который мы поместим значения из двух массивов, то есть склеим их. Склейка происходит следующим образом. Мы прописываем троеточие, затем первый массив, который будет являться началом нашего массива сам. Затем через запятую прописываем следующий массив R32. И также, если нам этого мало, мы можем поместить какое-либо значение. Тут уже не надо использовать троеточие, а просто поместим сюда, допустим, значение 7 того же типа данных. И давайте попробуем вывести это все в консоль, чтобы проверить правильность моих мыслей. Как видим, у нас массивы действительно склеились, и в конец поместилась наша семерка. Также прошу заметить, если мы захотим поместить сюда значение другого типа данных, нам это также компилятор сделать не даст. Но помещать значения мы можем сколько захотим, ограничений на это нет. И также, если захотите поместить третий массив, это также сделать можно будет. Давайте проверим это. Массив также может быть любого размера. Как видим, все выполняется в точности, как я сказал. Ну и в целом с операциями мы на сегодня закончили. Видео получилось короткое, однако довольно информативное. В следующем видео мы уже разберемся с циклами и условными операторами, и в целом уже можно написать наш первый калькулятор. А я вас благодарю за просмотр, ставьте пальцы вверх, пальцы вниз, подписывайтесь на канал, распространяйте видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.